Большой всем привет! Сегодня мы будем знакомиться с очень интересной игрой Уве Розенберга Glass Road, которую можно перевести как «Стеклянная дорога». Эта игра основана на исторических фактах, на исторических событиях, и даже название, оно не просто так, оно посвящено и существующей до сих пор стеклянной дороге длиной 240 километров, которая проходит по баварским лесам, где-то между Германией и Чехией. И сейчас, конечно, это больше туристическое место, но когда-то вдоль этой дороги было огромное количество мастерских кирпичных и стеклянных. Там делали стекло. Стекло вообще очень ценный материал. Сейчас мы его рассматриваем как само собой разумеющееся, но в средние века это был и дорогой, и ценный ресурс. И в Европу он пришел где-то достаточно рано. Его в Европу завезли еще римляне. Но только в 13 веке более-менее его начали использовать. И только в 16 веке его стало сравнительно много и доступным оно стало. Почему это произошло? Потому что изобрели так называемый поташ. Это химический элемент, который добывали очень-очень странным тогда способом. Это сейчас химию можно делать любую. В то время с этим было сложно. Поташ — это карбонат калия. Он был необходим для того, чтобы произвести стекло, для того, чтобы снизить обрабатываемую температуру. Без этого не было еще возможности делать нужную температуру для того, чтобы стекло вообще выплавлялось. Так вот, поташ изобрели делать очень варварским способом. Для его создания нужно было огромное количество древесины. То есть пережигали дерево, потом древесный уголь как-то обрабатывали, и потом каким-то сложным способом из древесного угля делали вот этот самый поташ. Поташ потом добавлялся в так называемый кальциевый песок, где было много кальция, наверное, и потребность в температуре у этого песка снижалась за счет того, что оно было перемешано с поташем. Соответственно, была возможность достичь нужной температуры, и так создавалось первое стекло в массовом количестве. При этом из-за того, что в таком кварцевом песке были оксиды железа, это стекло становилось таким зеленоватого цвета. И вот древнее стекло, если вы в музеях или где-то посмотрите, то оно такое немножко зеленоватое. Но до сих пор это можно все посмотреть. Так вот, настолько люди увлеклись изготовлением этого стекла, что Петр I даже в свое время издал указ о запрете кому бы то ни было, кроме государства, делать этот поташ. Потому что вырубались просто огромное количество лесов под то, чтобы делать стекло. И в Баварии с этим проблем как бы не было, потому что когда вырубали вот эти леса, местные феодалы были довольны, потому что на них можно было все строиться, там что-то делать. И потом, когда места освободились, помимо стекла, людям нужны были еще кирпичи. И вот в этих местах, освободившихся от деревьев, которые угрохали на поташ, начали строить заводики по изготовлению кирпичей. Технология кирпичей тоже была в то время довольно-таки жутковата и сложновата. Нарезали из глины специальные такие кирпичи, соответственно, потом их размещали в формочки, а эти формочки обкладывали каким-то горючим веществом, зажигали все это и неделями все это томили, чтобы оно получилось. Только где-то в 19 веке изобрели нормальные печи для обжига кирпичей, а вот до этого делалось вот таким варварским методом. Так вот эта стеклянная дорога в Баварии, она известна тем, что вот в то время, в 16 веке примерно, там делали стекло и кирпичи. А сейчас, понятно, там ничего этого нет, осталась только туристическая местность с этими старыми заводиками, и показывают людям, как вот оно было в прошлом. Такая вот небольшая историческая справка, даже большая для моих видео, я обычно так далеко не углубляюсь, но мне было тут интересно, потому что я до сих пор, когда вижу стеклодува, у нас иногда такой аттракцион тут устраивают, то меня это завораживает. Как из тянущейся какой-то такой массы появляется нечто чудесное. Это красиво, это представляете, сейчас любой человек с горелкой может это делать, а в то время это была очень сложная и многоступенчатая процедура. Так вот, игра Glass Road отправляет нас в 16 век, где мы будем играть за даже не знаю кого, мы скорее управляющие, потому что мы и делаем и кирпичи, мы делаем и стекло, и мы управляем постройкой зданий, и все вместе. И фактически каждый игрок будет
управлять двумя циклами. Один цикл направлен на изготовление кирпичей, с помощью которых мы будем строить здание, а другой цикл производственный будет направлен на производство этого самого стекла. И здесь мы встречаемся с первой механикой, которая впечатляет в Glass Road, а здесь она не одна, хотя игра достаточно простая. Это вот такой маленький рондель управления ресурсов, который я, например, видел не так часто. И он по-своему гениален, и его даже невозможно вот так на слух описать, не показывая. То есть настолько он не интуитивно понятный. Проще говоря, у нас есть два производственных ресурса, которые мы получаем в процессе изготовления. Это кирпичи и стекло. Для каждого из них нужно много разных ресурсов. Для кого-то меньше, для кого-то больше. Если для того, чтобы получить кирпичи, вам нужно всего лишь еда для рабочих, глина для обжига и уголь для того, чтобы все это обжигать, то для того, чтобы изготовить стекло, вам нужен и песок, и еда, и уголь, и дерево, которое нужно перерабатывать в поташ. В общем, несколько, там, по-моему, 5 ресурсов, потом покажу подробнее. Так вот, на одной половинке данного ронделя у вас ресурсы, которые вам нужно, а на другом сам производимый ресурс. И когда вы получаете новые ресурсы, если у вас их больше, если у вас их появляется достаточно много, вы просто передвигаете стрелку и тем самым отмечаете, сколько у вас реальных ресурсов. Причем переход базовых ресурсов в продвинутые, он автоматический. Иногда вам это даже не надо. И это тоже очень интересно в игре построено. Иногда вам не нужно получать стекло. Вам нужно, например, песок сохранить. И даже в рекомендациях от Уви Розенберга в правилах говорится, если вам, допустим, не нужно сейчас стекло, а нужен песок для других целей, то вы просто какую-то из ресурсов не продвигаете, не увеличиваете. То есть, допустим, еды не получаете, рабочие не получают еды и не работают, соответственно, стекло не делается. Иногда так надо, но и иногда вы не можете ничего сделать, у вас появляются базовые ресурсы, которые автоматически превращаются вот и по этому циклическому колесу, которое я скоро буду собирать на видео, они превращаются в основные ресурсы. В чем еще прикол этой игры настолько был для меня неожиданный, что я вот тороплюсь с вами поделиться. Дело в том, что в нашем обзоре по играм Уви Розенберга я рассказывал про эту игру довольно подробно, и я говорил, что у нее очень интересный соло-режим, ради которого я это все и брал. И обычно у игр Уви Розенберга мультиплеер и соло не сильно отличаются. В Glass Road отличия просто кардинальные, и в мультиплеере это получается совершенно неожиданная игра, которая не похожа по механике на обычные игры Уви Розенберга. В чем это проявляется? Попробую описать. В чем вообще состоит игра Glass Road? У вас есть, у каждого игрока есть 15 карт с 15 действиями. Это примерно как в Феоде, это примерно как в Конкордии, то есть у вас есть большое количество действий, но на игру вы выбираете только 5. Причем у каждого это действия есть сильное и слабое свойство. То есть каждая карта разделена на две части. И если вы сможете сыграть в свой ход карту, которую никто не выбрал, вы получаете два результата. То есть верхняя и нижняя. А если кто-то выбрал, то только одно. И получается, когда вы выбираете действия на текущий раунд, вы должны просчитать противника, какие он возьмет карты, чтобы какие-то карты сыграть в одиночку, а какие-то карты, наоборот, ему запороть, чтобы он не смог сыграть в одиночку свои карты. И игра из такого классического евро от Уви Розенберга превращается вдруг в потрясающий майндгейм. Ты сидишь, смотришь на планшет противника и думаешь, а что он будет строить, а что он будет делать, а чем он будет заниматься. И думаешь от этого, то есть не только на свой планшет. Ну, понятно, что это для продвинутых после нескольких партий, как первые партии будут наугад играться, как и всегда. Но когда продвинутый игрок играет в Glass Road, он смотрит не только на свой планшет, он смотрит и на планшет противника, чтобы предсказать, какие он карты выберет на свой раунд, ну вот на текущий раунд. И это было настолько неожиданно для меня, то есть увидеть в играх Розенберга вот такой майндгейм, когда ты сидишь напротив противника и считаешь, какие у него карты выпадут, и от этого будет зависеть твоя игра. А почему это очень сильно зависит твоя игра? Потому что иногда карты, которые ты сыграешь, они у тебя рассчитаны так, что ты получишь эти ресурсы и что-то построишь. То есть цель игры — построить как можно больше зданий. Так как очки здесь приносят только здания и ресурсы второго уровня, то есть стекло и кирпичи. Но основные очки дают здания, которые вы тоже сейчас видите, я выкладываю на поле.
Здания мы можем покупать, их три типа. Одни дают какую-то производственную цепочку, то есть одни ресурсы перегонять в другое, и вы это можете делать в любой момент, это ваш движок. Есть здания, которые дают вам единовременный бонус, это просто вы построили, получили что-то очень хорошее, ну и очки тоже. Там, где мешочек нарисован, это и есть победные очки. И третий тип зданий, это те, которые просто приносят в конце игры какие-то очки за ваши какие-то достижения. Так вот, вы строите как можно больше зданий, стараться надо строить как можно больше зданий. К примеру, вы просчитали, что вот ваш раунд, у вас есть 5 карт, одна карта вам принесет нужный вам глину, а потом вы строите или там кирпичи, и вы потом построите здание на второй ход. Но если противник сыграет карту, которая у вас есть, вы обязаны ее сыграть немедленно. Это очень интересная механика. То есть, смотрите, вы задумали свою цепочку последовательных действий, а он сыграл карту, которая строит здание. И вы обязаны ту карту, которую вы рассчитывали сыграть в конце, вы должны сыграть ее прямо сейчас. И вы не сможете ей воспользоваться, потому что у вас нет ресурсов, которые вы запланировали получить на следующем ходу. И таким образом можно не только очки зарабатывать, можно подставлять противника и очень сильно подставлять. И эта игра, наверное, единственная у Уве Розенберга, который может сильно очень подгорать и у которой настолько сильное взаимодействие между игроками. То есть одна из основных механик, розыгрыш действий, она полностью зависит от других игроков. Как ее играть на разное количество, не знаю, мне кажется, что наиболее сильная будет именно дуэльная, потому что ты можешь очень много просчитать. При 3 и 4 игроках там, скорее всего, как обычно, будет немножко хаоса, и ты все равно не можешь увидеть, кто что выберет. И, соответственно, на двоих меньше вероятность совпадения карт, и ты можешь это совпадение как-то высчитать. И игра получается не просто копание в своем планшете, как в соло или как в других играх, даже как в мультиплеере. То есть, допустим, если та же каверна, по большому счету ты сидишь и копаешься в своем планшете, и взаимодействие с другими игроками, оно заключается только в том, что ты не хочешь, чтобы заняли твою ячейку, которую ты хочешь взять. Это тоже неплохое такое взаимодействие, но здесь оно настолько сильнее и настолько неожиданно, что мне очень понравилось, что я хочу поиграть в нее с живыми игроками. Попробую уговорить своих. Вот, чего не планировал вначале делать. Да, про языкозависимость я сразу скажу, что она почти отсутствует. То есть есть слова английские на карточках и на зданиях, но это в основном название. Ну, еще слово per. То есть столько-то ресурсов, per столько-то ресурсов. То есть если у вас на поле, допустим, 3 озера, то на каждые 3 озера получите там 3 глины. Все. То есть, по большому счету, языкозависимости нет. Правила на русском языке есть на Tessera, можно скачать и прочитать, что я, кстати, и сделал. Так вот, у вас очень простой игровой процесс. У вас есть 15 действий, из которых вы выбираете 5 на раунд. За игру вы играете всего лишь 4 раунда. За 4 раунда надо набрать больше победных очков, чем противник, которые вам дают построенные здания. Посередине всего этого, между картами действий и зданиями, у вас есть ресурсы, которыми вы манипулируете, чтобы строить здание. У здания есть стоимость в ресурсах, эти ресурсы вы получаете действиями. Все ресурсы отмечаются на вашем планшете с ронделем ресурсов. Как только какие-то из них превращаются одни в других, вы можете их тратить и, обычная ресурсная модель, но без самих ресурсов физических. То есть, как в каверне вы набираете горстями эти ресурсы, здесь их физически нет, они просто отображены на вот этом маленьком часовом механизме, так скажем. Поэтому игра меня очень удивила и, в принципе, понравилась. Соло-режим я буду, конечно, пробовать, но пока меня впечатлила система вот этого майндгейма, которого я не ожидал увидеть в игре от Уве Розенберга, который известен своими, так скажем, песочницами, то есть ковырянием в своем планшете. Здесь, если вы будете ковырять в своем планшете, вы проиграете 100%, потому что противник будет вас подсекать. Он будет видеть, какие карты вы выберете, какие карты вы хотите сыграть, и будет выбирать специально такие же карты, чтобы вы не смогли сыграть сильную сторону, а сам будет выбирать те карты, которые вы не выберете, и сыграет сильную сторону. То есть без майндгейма здесь выиграть не получится. Ну, более-менее опытные игроки, конечно, это речь о более-менее опытных игроках. Что я могу сказать об игре в целом?
Если раньше я вот в обзоре про игру Ови Розенберга я выделял две категории его игр, это филлеры маленькие и головоломки, и большие игры, то сейчас я бы выделил еще и третью категорию, в которую пока ввожу только Glass Road. Это что-то среднее между маленькой игрой Ови Розенберга и большой. Здесь нет такого объема, такого сложности и комплексности, как в больших его коробках, но это и не пэтчворк. То есть здесь очень простые правила, но очень интересный механизм, который требует наигрывания. То есть по одной-двум партиям сложно увидеть вот эту прелесть действий, которые вы все, в принципе, должны после второй партии, думаю, выучить, все 15 действий, и уже пытаться ими правильно действовать. За реиграбельность отвечает огромное количество зданий, тут почти сотня разных зданий, и на игру выходит, не так уж и много. Вы успеваете, я не знаю, может быть, десяток за партию построить. То есть их приход, их сочетаемость, их разнообразие, они позволяют каждой партии играться немножко по-разному. Много очков здесь не соберешь. Это вам не каверна, где под сотню можно запросто набирать. Это не Bonfire, где там сотни. Это вот игра, где каждое очко имеет смысл. В принципе, в правилах говорится, что если вы набираете в Glass Road 30 и выше, значит вы молодец и игру типа поняли. Ну что, попробуем набрать 30 и больше. Для соло-режима это тоже очень такая большая цифра в данной игре. Итак, достоинство Glass Road. Это очень хорошая система взаимодействия игроков для евро, где вы играете в реальный mind game. Второе. Очень хорошая система ресурсного движка и вообще управления ресурсов в этой игре, когда у вас есть базовые ресурсы и есть продвинутые, они друг в друга превращаются, можно сказать, автоматически за счет вот этого механизма часового. Это очень умная система, и она очень тематически подходит именно этой игре. То есть, если у вас, к примеру, накопилось один песок, одна вода, одно дерево, одна еда, один уголь, то из этого всего можно сделать одно стекло. И как только вы сдвинули ресурсы, то у вас и стрелочка двигается, тем самым увеличивая количество этого самого стекла. Нужно потратить стекло, убрали его. Нужно добавить ресурсов, добавили. Если все ресурсы опять накопились, допустим, до 5, то у вас стрелочка передвигается прямо до 5 сразу же. Просто великолепная система. Не знаю, почему она так мало распространена. Возможно, что она подходит только для игр с таким вот небольшим циклом, когда все ресурсы превращаются во что-то одно. Потому что не будешь же в игре, где много-много цепочек, делать для каждой этой цепочки такой рондель. Третье, что очень классно в этой игре, это огромное количество зданий. Да, они не сильно разнообразные, но вполне себе добавляют реиграбельности. Да, еще один очень интересный момент в игре, который я заценил, но чуть не забыл сказать, а это важно. Дело в том, что в игре есть такие промежуточные тайлы, которые вода, лесочек и карьер. И вы их можете убирать с поля в любой момент, чтобы расчистить место, но они иногда участвуют в каких-то цепочках действий. Например, если у вас на поле очень много воды, то когда вы отправляете действие добычи воды, то вы воды много и добавляете. Но если, например, вы построили какое-то здание, которое у вас эту воду забрало, то есть высушили и получили много чего-то хорошего ресурса, но воды у вас не осталось. Тогда у вас действия, которые связаны с островами, которые связаны с озерами на вашем поле, они становятся слабым или вообще бесполезным. То же самое с лесом, то же самое с карьером. То есть там есть действия, которые позволяют добывать песок в зависимости от количества песочных карьеров на вашей планшете. Да, они не дают очков, да, они бесполезны, да, они мешаются. Но если у вас их нет, то и ваши действия становятся некоторые бесполезны. И поэтому можно тоже определить, допустим, ты видишь, что противник копает огромное количество песчаных вот этих карьеров. Понятное дело, что он будет использовать действия для добычи песка из этих карьеров. И ты можешь брать всегда эту карту, просто чтобы ослаблять ему это действие. Или, допустим, у вас какое-то здание, которое связано с количеством тех или иных вот этих тайликов промежуточных рельефа.
И вы можете их настраивать ради очков, допустим, в конце. То есть они как бы и не нужны, но на самом деле очень-очень нужны. И опытный игрок, я думаю, хорошо может работать на построении движка с учетом вот этих рельефов местности. Не знаю, можно ли добавить и в положительные стороны еще один момент. Это то, что игра очень быстрая, неожиданно быстрая. То есть где-то по 15, 20, 25 минут на человека. Что для больших евро, ну, кажется, очень даже мало. Возможно, что для кого-то это будет серьезным плюсом, то есть в нее можно сыграть довольно быстро. Да, разумеется, опытные игроки могут медитировать в эти карты, потому что из 15 надо выбрать 5, сделать это 4 раза за игру, и можно засесть очень долго в этом. Ну, если человек склонен к раздумьям, то, ну, будет немножко подольше. Но тем не менее, все равно это не каверна, это и не пир для Одина по времени игры. Это ближе наверное, чуть ли не к филлерам. Хотя интеллектуального вложения здесь потребуется довольно много, чтобы хорошо в нее сыграть. Какие недостатки? Ну, первый недостаток, наверное, ее недоступность, как и большинство ранних игр Уве Розенберга. Glass Road продажи по большому счету нет, но тем не менее при желании можно сыграть на Tabletop Simulator или еще где-то, или просто вот посмотреть и познакомиться чисто теоретически, что тоже интересно. Второй недостаток уже больше связан с самой механикой. Дело в том, что многим евроигрокам будет просто сильно будет подгорать от того, какое сильное взаимодействие между игроками и как можно здесь сильно подрезать. То есть ты запланировал все, что хотел, все, что делать. И в обычных евро тебе не мешают выполнить твой план. Здесь тебе его могут обломать просто на раз-два. И сама игра-то, 4 раунда только. Если тебе даже в 2 из этих 4 обломают какой-то план, ты просто будешь, расстраиваться, скорее всего. Обычному игроку, который хочет копаться в своем планшете, эта игра не подойдет. Тут еще интересное дело в том, что раунд заканчивается мгновенно, как только кто-то закончил играть свои 5 карт. Но дело в том, что карты, которые повторяются, они сыгрываются в ход игрока. То есть этот механизм, конечно, тоже нужно объяснить, иначе непонятно, в чем прелесть этого механизма. Смотрите, на раунд каждый игрок берет 5 карт действий. Если я играю карту, которая повторяется в руке другого игрока, он ее обязан тоже разыграть, а моя карта становится ослабленной, но он свою карту, которую сыграл в мой ход, он ее тоже разыгрывает, пусть и в ослабленном виде. Соответственно, если, допустим, в следующий раз я снова разыграл, он снова угадал, а он 3 раза сыграл, а я не угадал, то он разыграет 5 карт, а я только 3. Но карты-то кончились, и раунд закончился. И мои 2 карты, они просто останутся ни с чем. То есть я их не смогу разыграть, потому что раунд кончился. Надеюсь, это понятно. И вот это самое сильное подрезание, которое возможно в Glass Road. Когда человек делает так, что у него рука закончилась, а у вас еще 2 карты осталось. И получается, вы в раунд сделали на 2 действия меньше, чем чем противник. Разумеется, если это повторится 2-3 раунда, то понятно, кто выиграет. То есть, кто больше раз действий сделал, тот обычно и выигрывает. Если, конечно, он осознанно действие делает, а не просто от балды. Вот такой здесь механизм, очень своеобразный. И для многих игроков это будет недостаток. То есть, недостаток игры, как это не парадоксально звучит, это очень сильное взаимодействие для евро-игры, конечно. Третье, тут не так много разнообразия. Здесь нет такого огромного количества действий, выборов, как в больших играх Уве Розенберга. Игра достаточно прямолинейная, игра достаточно проста, то есть вы выбираете действия, берете ресурсы, на ресурсы покупаете здания. Купив здание, получили победные очки в конце. Все. То есть она достаточно такая незатейливая на первый взгляд. Для тех, кто уже там всякие навороченные игры попробовал, Glass Road может показаться незатейливой. Ну и еще какой недостаток, к чему придраться. По компонентам, кстати, на распаковке вы все видели, качество компонентов очень хорошее, карточки прямо замечательные, тесненные, все очень плотное, здания такие, хороший картон. Единственное, что наклеечки пришлось клеить на фишки ресурсов. Ну, это такое. То есть в остальном претензий нет. Отличное качество для ритейл-версии. То есть некоторые кикстартеры в последнее время по качеству хуже делают, чем вот ритейловская версия Glass Road.
В общем-то, все. Игра действительно замечательная. Игра, которую я надеюсь показать на канале в в своей прелести. И попробую мультиплеер показать. И, конечно, соло тоже покажу, потому что здесь есть очень интересное соло. Настолько интересное, что на Boring Game Geek уже 5 лет подряд каждый месяц проводится челлендж по Glass Road для соло-игроков. На обзоре игр Уве Розенберга я это показывал, рассказывал, и я надеюсь еще успеть в феврале принять участие в февральском челлендже по Glass Road и посмотрим, на что я способен в этой игре. Да, здесь соло сильно отличается не по игре, в игре то же самое почти, а по ощущению, потому что убирается mind game, ты ни с кем не соревнуешься, убирается вот эта вот, ключевая механика мультиплеера, когда ты пытаешься угадать, что выберет противник. В соло, понятно, этого дела нет, ты просто пытаешься как можно лучше потратить ресурсы и набрать максимальное количество очков. Как головоломка это тоже неплохо. Но для меня главное удивление от этой игры, от Glass Road, было то, что это первая и пока что единственная игра от Уве Розенберга, где игроки для полного погружения в игру должны предсказывать действия противника и пытаться его подсекать. Что, конечно, очень и очень неожиданно и забавно. На этом, пожалуй, для обзора все. Спасибо, что посмотрели. Обязательно вот сейчас у вас после титров будет ссылка на обзор в топ-10 игр Уве Розенберга. Если не видели, посмотрите. Я там рассказываю о многих интересных играх этого автора. И Glass Road для меня вот после знакомства такого более подробного раскрылся еще с более интересной стороны. Помимо вот соло-летсплеев, которые я смотрел до персонального знакомства. Летсплей, надеюсь, будет в ближайшее время. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, до встречи.